Демоверсия Persona 5 Scramble уже доступна для скачивания в японском eShop. В этом видео я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы скачать эту демку, поделюсь своими впечатлениями от нее и вообще сориентирую вас в том, стоит ли ждать релиз этой игры на свитче. Поехали. И если вам нравятся ролики, в которых я безумолко болтаю об играх, которые еще не скоро выйдут, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Саму демоверсию можно скачать только в японском аккаунте, соответственно, не удивляйтесь, игра тоже будет только на японском. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы демку скачать, либо сделайте новый аккаунт, в котором в качестве страны вы укажете Японию, либо, если вам это лень делать, можете зайти на сайт Nintendo, зайти в свою учетную запись и уже там менять страну на Японию. Никаких последствий серьезных от этого не будет. Единственное, что вас попросят потратить там все средства, если они у вас зачислены на аккаунт, или все золотые монеты. Это единственное требование, вы без проблем можете переключиться обратно после того, как скачаете демоверсию. Не обязательно играть именно в японском аккаунте в нее. Безусловно, не стоит забывать, что демка только на японском языке, игра выходит 20 февраля только на японском языке, она, безусловно, выйдет на Западе, на других языках, вряд ли на русском, просто пока неизвестно когда. Поэтому воспринимайте эту демку просто как способ заценить боевую систему и вообще понять, стоит ли ждать эту игру или нет. И, заходя самую малость вперед, Да, еще как стоит ждать. Позвольте, с небольшой предыстории начну. Все ждали пятую персону на Switch. Огромное количество слухов, которые постоянно подтверждались. Там выход Джокера в Смэше, казалось бы, подтвердил это все окончательно. Тем более, выход персоны, это не то чтобы что-то такое прям невероятно невозможное, потому что для 3DS выходили Persona Q, там даже две части. Может быть и не основные игры серии, но они все равно, мир персоны считаются каноничными. Поэтому, когда объявили уже Persona Scramble, я думаю, многие разочаровались. В конце концов, Мусо, во-первых, он нравится не всем, во-вторых, и Fire Emblem Warriors уже был, и Hyrule Warriors, многим эти игры не зашли, хотя лично я от Hyrule Warriors получил огромное удовольствие. Да, возможно, это чистой воды фан-сервис, но веселый, и со временем сложность становится все больше и больше, и постоянная смена персонажей, новые камбухи открывающиеся, все это поддерживает игру интересной на протяжении всего сюжетного прохождения, плюс там постгейма контента достаточно много. Тем не менее, конечно же, я ждал основную часть, я ждал основную персону, и Scramble как-то меня не особо интересовал, но постепенно начал появляться все больше и больше информации, разработчики показывали все больше и больше геймплей-роликов, и постепенно становилось понятно, что это не какая-то жалкая халтура, что это не просто рескин Hyrule Warriors под персону, а полноценная игра. Полноценное продолжение. Возможно, со скромным дополнением Scramble и с другой боевой системой, но тем не менее, включающая в себя все те аспекты, которые сделали пятую персону тем шедевром и хитом, который так полюбили люди. Той игрой, которая понравилась людям, которые в принципе аниме ненавидят, которые, если увидят анимешника, сразу ему дадут с ноги в жбан. Даже они играли с огромным удовольствием в пятую персону. Даже люди, которые JRPG ненавидят. Настолько в этой игре была хороша сюжетная составляющая, и музыка, и персонажи, и все это так хорошо работало вместе, что многие просто закрывали глаза. Лично мне эта демка продала игру, и лишний раз хочется сказать разработчикам, что, чуваки, если вы в своей игре уверены, пожалуйста, делайте демки. Конечно, стоит подождать 20 февраля, тогда уже будет все ясно окончательно, когда игра выйдет в Японии, будет уже окончательная дата релиза, но уже то, что я вижу в демке, вселяет в меня надежду и невероятную зависть к людям, которые действительно хорошо знают японский и смогут играть в нее уже сразу 20 февраля. Я, к несчастью, смогу играть, но понимаю буквально самый базис на уровне управления или туда, куда мне нужно идти, и какие-то совсем базовые аспекты сюжета. Хорошо, а что же на самом деле внутри демки-то было? В любом случае, для того, чтобы полностью насладиться Скрэмблом, вам, желательно пройти пятую. Вы, конечно, можете начать сразу играть в Scramble, но вы потеряете прям огромное количество удовольствия от игры из-за этого. Сама демка начинается примерно через 6 месяцев после события основной игры. Наш персонаж возвращается в Токио, и чуваки решают отправиться там куда-нибудь тусить на летние каникулы. И, в принципе, это все, что вам нужно знать. Сама боевая система в игре, безусловно, чистое мусо. Но чуваки очень грамотно вплели туда именно аспекты из пятой
персоны. Хотя, казалось бы, ну, что тут можно сделать, да, чтобы это как-то напоминало хотя бы. Вообще, Scramble очень приятно удивил в этом аспекте. На удивление, очень много взяли механик из основной игры. Например, наш главный персонаж также может использовать несколько персон. Вы можете их крафтить, можете находить новых. У вас есть скиллы, которые требуют ману, которые имеют разные элементы, и, соответственно, используя против определенных монстров, вы будете больше наносить урон. И это клево, что разработчики подошли со всей серьезностью к переносу пятой персоны на вот эти вот мусо-рельсы. Сама демка, конечно же, достаточно короткая, по сути, в плане продолжительности. Она включает в себя вступление, в котором вы, скорее всего, будете просто прокликивать диалоговые окна, вообще не понимая, что происходит. И начальный данж, в котором вас познакомят с новым персонажем, объяснят основы игры, объяснят механики, комбо, тому подобные вещи. Внешне игра выглядит как, в общем-то, игра с PS3. Ну, если брать телевизор, мне кажется, здесь разрешение нифига не Full HD, но, опять же, это все Digital Foundry вопросы. В целом, играется хорошо, стабильно, плавно, ну, не поражает графика, это факт. Но что в портативе, что в десктопе смотрится вполне и играется вполне презентабельно. Единственный заметный минус — это долгое время загрузки. Оно, ну, в зависимости от уровня, может занимать там до 30 секунд. Но, опять же, это всего лишь демоверсия, многие эти вещи по-любому пофиксят. Да и на самом деле на 4-й плойке там скорость загрузки тоже не то чтобы супер быстрая. Вы знаете, демка у меня на удивление оставила очень противоречивые чувства. Не потому что она плохая, скорее даже наоборот. Дело в том, что до нее я об игре как-то забыл. Я знал, что она должна когда-то выйти, но абсолютно о ней не думал. А вот после этой демки я понял, что 20 февраля выходит, ну, продолжение пятой персоны, одной из лучших игр, которые вообще на плойке выходили. Но, к несчастью, она выходит только на японском, и неизвестно, когда будет дата выхода релиза на Западе, и поэтому меня это печалит. Ну да ладно. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу демки, может быть, вы заинтересованы в том, чтобы поиграть пятую персону, и у вас есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте. Может быть, среди моих многомиллионных подписчиков найдутся люди, которые планируют купить ее прямо на старте продаж, потому что они настоящие хокаги и настолько хорошо язык знают. И на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.